Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня покажу рецепт вкусного и простого печенья. Такое печенье пекла моя бабушка, но я его немножко изменила. Расскажу все по порядку. Для этого печенья понадобится кефир, у меня простокваша, мука, сахар, растительное масло, яйца, соль и сода, либо разрыхлитель. Итак, в глубокую миску вбиваю яйца и добавляю сахар. Все хорошо перемешиваю. Далее вливаю кефир или простоквашу и растительное масло и снова перемешиваю. Кстати, простоквашу сделать очень просто. Я замораживаю много деревенского молока и при необходимости контейнер достаю. Крышка у контейнера должна быть приоткрыта, то есть не плотно закрыта. И оставляю где-то на сутки либо двое. Обязательно ставлю куда-нибудь в теплое местечко. В простокваше будет приятный кисленький запах, и она станет густая. Плотно закрываю и убираю в холодильник. И затем уже пользуюсь. Далее в сито немного добавляю муки и сюда же отправляю соду. Просеиваю все в жидкую массу и ненадолго оставляю. За это время сода погасится простоквашей, либо кефиром. И, кстати, я бы рекомендовала немного добавлять либо яблочного уксуса, либо лимонного сока, буквально пол чайной ложечки, так как сода сейчас весьма странная и не всегда хорошо полностью гасится. Если вы будете использовать разрыхлитель, то просто его добавляйте в муку и просеивайте и замешивайте тесто. Итак, в тесте много пузырьков, сода погасилась. Теперь частями просеиваю муку и завожу тесто. И также не забывайте добавить щепотку соли для баланса вкуса. А еще всегда нужно помнить о том, что муки может уйти больше либо меньше. Это зависит и от самой муки, и от густоты кефира, и от размера яиц. Все тесто выкладываю на стол и окончательно вымешиваю. Тесто вымешивается очень быстро, долго месить его не нужно, главное, чтобы оно не сильно прилипало к рукам. Оно получается слегка липкое, ничего страшного, лучше его мукой не забивать. Получается вот такое тесто, оно очень нежное, воздушное и, как я и уже говорила, слегка прилипает к рукам. Прям слегка. Я его накрываю и пока убираю в сторонку, немного отдохнуть. А далее в глубокой пиалочке смешиваю сахар с корицей. Но корицы добавлять много не нужно. Каких-то определенных пропорций нет, смешиваю на глаз. Если даже останется, я ссыпаю все в стеклянную баночку и убираю. Печенье пеку часто, поэтому всегда пригодится. И далее начинается расхождение именно с бабушкиными действиями. Она раскатывала не тонкий пласт и маленьким стаканчиком вырезала кружочки. Затем на противне смазывала яйцом и посыпала сахаром. Я делаю проще. Отрываю от теста кусочки, скатываю их в шарики, обмакиваю в сахар и корицу и отправляю на противень. Но один нюанс. Шарики должны быть маленькие, где-то с грецкий орех. Можно чуть-чуть побольше, но не слишком большие для того, чтобы они пропеклись внутри. Итак, печенье выпекалось 20-25 минут при 170 градусах. Смотрите по своей духовке. Это очень простое в приготовлении печенье и неимоверно вкусное. Лучше всего выпекать его с вечера, потому что на следующий день оно еще вкуснее. И попробуйте одну часть печенья завернуть в пакет, а вторую часть печенья оставить просто в тарелке. И на следующий день попробуйте, какое вам больше понравится. И еще я пробовала добавлять какао в тесто, получается очень вкусно. И пробовала добавлять лимонную цедру, но лимонной цедры нужно побольше. Друзья, если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!